Всем привет, меня зовут Руслан Ильницкий, я астрофотограф, и в этом видео я расскажу о том, как получить цветной снимок Луны. Причем видео будет состоять из двух основных частей. Первый – это полная обработка видеоролика Луны, снятого через телескоп. И вторая часть – это непосредственно процесс получения цвета по Луне. Поэтому давайте приступим к обработке. Здесь показан видеоролик, снятый мною через телескоп зеркально-линзовый диаметром 127 мм и астрономическую камеру ЗВО 183 МС. Выдержка была 40 миллисекунд. Длительность съемки ровно 1 минута. И за эту минуту я успел отснять почти 1500 кадров. Что делать с этим роликом? Ролик я обрабатываю при помощи программы AutoStacker. Мы просто перетаскиваем ролик наш в программу. Выбираем здесь формат Surface. Выбираем режим Cropped для того, чтобы изображение было без лишних полей. Очень важно при съемке удерживать Луну в поле зрения, чтобы она не убегала за пределы кадра. Здесь можно указать число кадров для сложения. Давайте сложим, например, 100 и 500 кадров. Выбираем какую-то область на Луне, нажимаем Ctrl и клик левой кнопкой мыши. И затем нажимаем «Анализировать». Сейчас происходит анализ изображения и его стабилизация. Также в настройках я предпочитаю ставить параметр Noise Robust 8. Этот параметр отвечает за сортировку кадров. При параметре 8 программа AutoStacker сортирует кадры по степени размытия и акцентирует внимание на крупных деталях. Если поставить минимальное значение, то программа будет в самое начало, то есть в список лучших кадров, вставлять кадры с более резкими краями и деталями. Но по моему опыту параметр 8 лучше всего работает и по Луне, и по планетам. Можете поэкспериментировать и сделать тоже свой вывод какой-то по обработке. Вот наш ролик уже стабилизирован. Расставляем точки для сложения. Эту галку, в принципе, можно убрать. Точки у нас расставлены все. Можно играть с параметром цепкости точек. Это параметр Min-Bright. То есть нужно подобрать такой параметр, чтобы у нас захватывалась вся часть Луны. Размер точки можно отрегулировать. Я обычно предпочитаю ставить такой размер точек, чтобы он был несколько больше, чем размер минимальных деталей. Но при слишком мелких точках могут появиться дополнительные артефакты, и кроме того обработка будет гораздо дольше. Поэтому можно, в принципе, поставить точки, допустим, в данном ролике, допустим, 104 по размеру. И с такими параметрами давайте сложим. Галочка RGB Align позволит выровнять каналы цветовые. Особенно это критично при влиянии атмосферной дисперсии. В принципе, нажимаем стек и ждем. Процесс обработки, точнее его длительность, зависит от скорости процессора, точнее от его частоты, от числа ядер и от многопоточности. Поэтому для обработки, конечно, предпочтительнее процессоры с большим числом
ядер. Ну, в данном случае обработка ведется на процессоре Intel i5 9300, у него 4 ядра, 8 потоков. Поэтому программа показывает, что вот у нас 8 потоков. Можно снизить число потоков, если необходимо как-то уменьшить нагрузку на процессор. Но, как правило, я ставлю по максимуму, это будет быстрее всего. Ну, сейчас я поставлю видео на паузу, чтобы не дожидаться всего этого процесса. И в итоге в конце, на выходе, мы получим две папки с результатом сложения, так называемыми стеками. В одном стеке будет 100 кадров, в другом 500. В общем, процесс сложения почти завершен. Я немножко поставил на паузу, чтобы вы не ждали это время. Вкратце расскажу вообще о самой методике получения цветного снимка Луны. Дело в том, что если взять одиночный кадр и усилить у него насыщенность, то, соответственно, появятся сильные шумы цветовые. Суть методики заключается в том, что мы получаем два стека, 100 кадров и 500 кадров. Первый стек из 100 кадров, он будет более четким. И, соответственно, мы возьмем из него яркостный канал, то есть детали. Второй стек, он будет состоять из 500 кадров, и мы будем брать из него только цветовую информацию. И затем при наложении этих двух снимков, точнее даже не на наложении, а на совмещении, можно будет получить изображение, которое и четкое, и, соответственно, с усиленной насыщенностью, без появления дополнительных артефактов. Процесс сложения завершен, и мы получили две папки. F100, это 100 кадров в сложении, и, соответственно, 500. Первое, что необходимо сделать, это сделать автоматический баланс цветов. Я его делаю при помощи программы Registax. Просто перетаскиваю мышью файл в программу. Далее выбираю параметр RGB Balance, Auto, Do All. Ждем, когда программа обработает весь кадр. И затем сохраняем его, нажав кнопку на Save Image. Можно назвать файл иначе, например, AB, автобаланс. То же самое делаем и с кадром, где 500 кадров в стеке. Тоже перетаскиваем его сюда. Если перетаскиваем файл из той же серии, то баланс белого он уже постарается применить автоматически. Либо можно его сбросить, нажать еще раз авто, нажать Do All, опять подождать и затем сохранить. На вид Луна будет казаться черно-белой. Хотя, конечно, цветовые переходы здесь некоторые есть. Но, тем не менее, при усилении насыщенности сразу появятся цвета. Желтоватый цвет Луны на исходном видеоролике и стеке вызван тем, что не удалось корректно сделать автоматический баланс белого при съемке. Сохраняем, называем AB. Ну, теперь Registax можно, в принципе, закрыть. Далее мы будем работать с файлом
состоящий из 100 кадров в стеке. И здесь необходимо сначала добавить резкости. Я это делаю при помощи программы Astro Surface, так как у нее есть и вейвлеты, и деконволюция. Открываем файл при помощи программы. Именно тот, который после автобаланса белого. Приближаем одну из областей лунной поверхности. Нажимаем кнопку Wavelet, выделяем и получаем детали. Здесь на самом деле уже параметры готовые. Я до этого Луну обрабатывал, поэтому так получилось. Здесь есть целый ряд параметров различных, в частности шумоподавление, кнопка с деконволюцией. Вот, немножко усиливается резкость, можно здесь задать параметр точки для деконволюции. Ну, давайте оставим единичку. И самое интересное, это пункт с вейвлетами. Есть high frequency, то есть высокочастотные, и low frequency, низкочастотные. Мы будем работать с высокочастотными. Вот эти ползунки смещаем. Я обычно полностью сдвигаю вот этот ползуночек и затем постепенно перемещаю верхние. Есть еще важный параметр, который называется gain. Он позволяет избежать пересвета. И если установить здесь параметр, например, 0,8, то наша картинка будет без особо пережженных кратеров. Ну, давайте сделаем вот такое изображение. Будем считать, что оно у нас четкое. Шумоподавление тоже подбираем, чтобы исчезли пиксели и сетка. Нажимаем Do All. Ну и все, вот наше изображение готово. То есть у нас изображение Луны полностью обработано по резкости. После этого сохраняем кадр, назовем его AS. Итого у нас есть кадр с автобалансом и с восстановленной резкостью и немножко сниженной яркостью, чтобы у нас не было пересвета. После этого мы открываем оба файла, а именно стек из 100 кадров и из 500 кадров в Photoshop. Это у нас стек из 100 кадров. Здесь у нас находится стек из 500 кадров. Обратите внимание, что резкость я в стеке из 500 кадров не добавлял. То есть мы оставляем кадр как есть. И теперь мы добавляем насыщенность. Плавно, не сразу, а в несколько этапов. Допустим, по плюс 50. Ну, давайте, например, оставим так. Суть метода заключается в том, что мы оба наши кадры переводим в систему Lab. Это делается при помощи нажатия Image Mode и Lab Color. И если в обычном RGB пространстве у нас есть цвет красный, зеленый и синий, который в итоге сводится в цветную картинку, то в системе Lab у нас есть яркостный канал и два еще дополнительных канала, которые отвечают за цвета. И получается, что мы яркостный канал из нашего резкого изображения копируем и вставляем сюда в цветной кадр вместо его яркостного канала. Что в итоге мы получаем? Мы получаем одновременно изображение и четкое, и насыщенное. Если вкратце объяснить,
то это выглядит примерно так. Допустим, у вас есть фотография черно-белая Луны, напечатанная, и поверх нее вы накладываете прозрачную пленку с цветным изображением Луны, но это изображение размытое. И фактически поверх четкой черно-белой картинки вы сверху накладываете цветное изображение, и в итоге они представляют собой уже финальное изображение. Вот, собственно, и вся методика. Можно поиграть с яркостью уже в готовом результате сложения, в частности именно с яркостным каналом. То есть можно высветлить Луну, притемнить. Ну, в данном случае можно, в принципе, вот так сделать. Вот и вся методика. При сохранении необходимо перевести изображение обратно в формат RGB и затем уже сохранить. Вот что у нас получилось. Вот такое изображение. То есть видно, что оно и четкое, и насыщенное. Да, здесь появилась цветная кайма синего цвета по самому краю изображения. Я сейчас также расскажу, как ее можно убрать. Она вызвана, скорее всего, тем, что появился хроматизм увеличения. Вот наше насыщенное изображение. Оставляем его в системе RGB. И видно, что наш синий канал немножко больше, чем красный и зеленый. Поэтому нам необходимо немножко уменьшить синий канал. Давайте попробуем это сделать. Я скопирую отдельно зеленый канал. Сделаю новый файл. Пусть этот канал у нас называется Green. И отдельно скопирую синий канал. Вставлю его сюда же. Таким образом будет проще свести эти цветовые каналы. Необходимо выделить наш синий канал. Давайте его назовем, кстати, Blue. Выделяем весь канал, нажимаем Ctrl-T, то есть трансформацию, ставим на скрепочку и затем немножко уменьшаем масштаб. 99 и давайте 9 поставим. И таким образом можно будет посмотреть, совпадает ли у нас масштаб у зеленого и синего канала. Видим, что изображение все равно немножко больше, чем требуется. Поэтому давайте 99,5 поставим. Вот уже ближе. Это у нас зеленый, это синий, а это зеленый. Видно, что даже немножко меньше получился синий канал. Поэтому давайте поставим 99,7. Вот уже вроде лучше. Вот давайте оставим примерно вот так. То есть наши каналы почти совпадают. Мы выделяем наш синий канал. Опять копируем его. И вставляем в наше изображение вот здесь вместо того синего канала, который был у нас ранее. И в итоге получаем, что наша цветовая кайма практически пропала. Вот, обратите внимание, до и после. То есть простое совмещение каналов не помогло бы, так как у нас здесь хроматизм увеличения. Ну и еще раз покажу, как получить итоговую цветную картинку. Переводим в систему Lab,
Здесь у нас уже переведено. Также копируем. Здесь мы вставляем. И в итоге вот наше изображение. Если вас не устраивает цвет, вы можете попробовать применить автоматический баланс цветов в фотошопе. Причем лучше, наверное, даже сделать это в RGB формате. Вот есть несколько вариантов. Обязательно отключить обрезку пороговых значений. Ну, вот несколько вариантов. Вы выбираете тот вариант, который вам больше подходит по цвету. Ну, в данном случае вот это более естественно получается. Нажимаем ОК, и вот наше изображение. Не забываем, чтобы наше изображение было в RGB формате. Сохраняем. И, соответственно, сравниваем. Вот у нас такая картинка. Это без выравнивания цветовых каналов. Это с